Добрый день, мои подписчики, друзья и всем, кто сейчас смотрит мое видео. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы ставите лайки и подписались на мой канал. Сегодня я хочу показать вам рецепт простой и вкусной пиццы. Если вам интересны мои рецепты, то не забывайте подписываться на мой канал. Тесто для пиццы вы, конечно, можете купить в магазине, но я предпочитаю готовить его сама. Итак, сначала нам нужно подготовить опару для теста. Берем так называемые живые дрожжи, примерно 5 грамм. Добавляем молоко 300 мл. Соль половина чайной ложки. Сахар чайная ложка. И 10 столовых ложек муки. Тщательно перемешиваем. Укрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место где-то на час. Мы проверяем готовность опары. Она должна подняться и пениться. Мы приступаем к замешиванию теста. Добавляем в опару еще 5-6 столовых ложек муки и замешиваем тесто. Подсолнечное масло я всегда добавляю в конце, примерно 50 мл. Тесто снова укрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на час. В то время как тесто поднимается, я обычно приступаю к подготовке начинки для пиццы, но об этом позже. Итак, наше тесто поднялось. Его у меня хватает на 2 круга диаметром 32 сантиметра. Раскатываем тесто в тонкий пласт и перекладываем на лоток для выпечки пиццы. Теперь, что касается начинки. Разумеется, вы можете выбрать другую на свой вкус. Я люблю делать мясную пиццу, используя копченую куриную грудинку и куриный рулет. Нарезаем мясо на кусочки размером где-то с половину мизинца. Не слишком мелко, но и не крупно. Также нам понадобятся помидоры. Нарезаем их либо тонкими кругами, либо полукругами. Дальше я режу черные оливки. При желании их можно заменить на шампиньоны, но их тогда нужно будет слегка обжарить на сковороде. Следующим шагом режем прежде сваренные яйца небольшими кубиками. И, конечно, самое главное – это сыр. Его мы протираем на терке. Для удобства перед этим я кладу его в морозильник примерно на 15 минут. Итак, все наши ингредиенты готовы. Осталось их только выложить на тесто.
Само тесто я не люблю смазывать томатной пастой, как многие делают, но вы вправе делать так, как вам нравится. Начинаем. Первым слоем у нас идут яйца. Потом тонким слоем добавляю майонез. Я обычно делаю маленький разрез на самой упаковке, а потом рядами аккуратно распределяю его по пицце. Затем выкладываем мясную начинку. После идет черед помидоров. Оливки. Теперь осталось только выложить сыр. Я использовала обычный российский сыр. Вы можете использовать даже 2 вида сыра. Это только сделает пиццу вкуснее. Отправляем пиццу в духовку и выпекаем при 220 градусах до готовности примерно на полчаса. У готовой пиццы должна быть желтовато-золотистая корочка и слегка коричневый низ. Итак, пицца готова. Всем спасибо за внимание. С вами была студия «Домашние рецепты». Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться. Увидимся в следующих сериях.